Здравствуйте, друзья! Если в вашем саду есть притененные места, где мало что растет, обратите внимание на эти цветы. Они настолько неприхотливые и выносливые, что легко приживутся и даже станут цвести на участках с недостатком света. Все эти многолетники достаточно зимостойкие, и вам их не понадобится укрывать на зиму. Единственное, что некоторые из них со временем могут хорошо разрастаться. Такие цветы лучше сразу высаживать под глубоко вкопанную бордюрную ленту, чтобы ограничить их рост. Например, это относится к неприхотливой физостегии и васильку подбеленному. Эти многолетники способны цвести даже в местах, где редко попадает солнце. Неприхотливые и зимостойкие, но способны давать свою корневую поросль. Поэтому при посадке их лучше сразу ограничивать. К подобным растениям относятся майский ландыш и купена. Их цветением можно любоваться в мае-июне. Белые колокольчатые соцветия источают очень приятный аромат. Данные многолетники хорошо подходят для заполнения пустующих мест в тенистом саду, декорирования приствольных кругов деревьев и посадки вдоль заборов. Обратите внимание на красивый многолетник под названием медуница. Среди этого растения есть несколько интересных видов и сортов, которые отличаются видом листвы. Цветение медуницы длится более месяца, после чего кустики привлекают внимание пестрой листвой. Это растение будет гармонично смотреться с еще одним декоративно-лиственным многолетником для тенистого сада – гейхерой. Сочетание серебристой листвы медуницы с красочной гейхерой выглядит очень эффектно. К тому же листья многих сортов гейхер меняют свою окраску несколько раз за сезон. Этот многолетник еще и симпатично цветет. Из неприхотливых растений с декоративной листвой можно посоветовать бадан. Примерно с конца апреля до июня его большие листовые розетки украшены высокими цветоносами с яркими цветками. Хотя сроки цветения бадана во многом еще зависят от сорта и места посадки. К растениям с интересными крупными листьями относятся дармера и подорожниковая хоста. Цветы этого крупного вида хосты чем-то напоминают небольшие лилии. Белые душистые соцветия особо эффектно смотрятся в тенистых местах. А как приятно они пахнут. Аромат уловим даже на расстоянии. Единственный минус – в их коротком цикле жизни. Но в каждом соцветии периодически раскрывается по несколько колокольчиков. Еще надо следить за вредителями. К сожалению, слизни очень любят эту гигантскую хосту, чего нельзя сказать про дармеру. У нее великолепная крупная листва с резным краем. Под такими кустами точно не пробьются никакие сорняки. К тому же дармера красиво цветет. Но такому многолетнику понадобится отвести просторный участок, чтобы он не мешал другим растениям по соседству. Хорошо себя чувствует в тени неприхотливая ветреница или анимона. Одними из самых выносливых видов считаются анимона дубравная и канадская. Они красиво цветут, мирятся с недостатком света и даже активно разрастаются. Среди анимон есть и другие интересные виды с эффектными яркими цветами. А вот это растение в каждом саду вы точно не встретите. Называется пузырница или физохлайна. Это реликтовый многолетник высотой около 20 сантиметров. У пузырницы ярко-фиолетовые колокольчатые цветы, собранные в округлые соцветия. Цветение длится с апреля по май. Ближе к июлю листва усыхает, и физохлайна уходит на длительный период покоя. Очень интересное и редкое растение с необычной темной окраской листвы. Данный многолетник занесен в Красную книгу и является одним из немногих ярко цветущих представителей, которые выносят тень. В тенистом саду будут хорошо себя чувствовать астильба и волжанка. Эти многолетники привлекают не только своей необычной ажурной листвой, но и пышными соцветиями. У астильб есть много интересных сортов с яркой окраской метельчатых соцветий. Высота кустиков тоже отличается. Можно подобрать очень низкие и компактные растения
средние и довольно высокие, которые прикроют некрасивые места в вашем саду. К эффектным цветам, способным цвести в полутени, относятся и крупнолистные гортензии. Только эти кустарники в тень я бы не высаживала. Гортензии любят свет, который им просто необходим для обильного и яркого цветения. А вот небольшое притенение пойдет им только на пользу. Крупная листва гортензии на солнце активно испаряет влагу и довольно быстро вянет, хотя своевременный полив и мульчирование помогают решить этот вопрос. Очень мило цветут даже в тенистом саду неприхотливые горянки. Цветочки небольшие и скорее напоминают сказочных существ, зависших над кроной растения. Среди горянок есть много разных видов и сортов с яркой окраской соцветий и декоративной листвой. Кустиками этого многолетника можно украсить любой тенистый уголок. Многие горянки листья на зиму не сбрасывают и красиво выглядят даже зимой. Совершенно неприхотливые цветы для теневого сада – печеночницы и аквилегии. Эти многолетники растут, можно сказать, сами по себе. Аквилегия приживается на солнечных и тенистых участках, но этот цветок способен давать самосев. Печеночница очень неприхотливая, хорошо растет и разрастается под кронами деревьев и кустарников. Цветет в апреле, в начале мая небольшими, но очень эффектными цветочками. Обратите внимание на такой довольно редкий многолетник, как диспорум. Растение привлекает своей необычной листвой и желтыми колокольчатыми цветками, которые распускаются на высоких стеблях весной, хотя сроки цветения и окраска колокольчиков зависят от разновидностей. Есть диспорум, цветущий фиолетовыми цветками летом. Яркие соцветия удачно смотрятся в тенистом саду. К тому же они еще очень приятно пахнут. Позже на стеблях завязываются темные ягоды. Растение совершенно неприхотливое и морозостойкое. Вырастает на высоту 50-60 см. Из известных многолетников, которые красиво цветут даже в тенистых уголках сада, можно назвать примулы. Растение очень распространенное на нашей территории, но есть виды, о которых многие даже не слышали. Примулы отличаются не только окраской, но и формой соцветий, а еще размерами и сроками цветения. Подобрав разные сорта, можно создать красивую клумбу. Данный многолетник неприхотливый и морозостойкий, но его лучше высаживать в рыхлую и в меру влажную почву. Замокание в зоне корней, которое может произойти в низинных местах, примула не любит. На ярком солнце ей тоже не очень комфортно, поэтому этот цветок отлично подходит для посадки в легкой полутени и на притененных участках. Очень советую посадить в своем саду красивый многолетник под названием василисник. Среди многообразия его видов можно подобрать самые разные растения, которые отличаются высотой, окраской и формой соцветий. Один из многими любимых – василисник делавея. Размеры куста превышают метр в высоту и 60 сантиметров в ширину. Цветение очень обильное и длится не менее 2 месяцев. Соцветие этого василисника похоже на невесомые облака, состоящие из множества мелких лавандовых цветочков. Мелкие листья в сочетании с соцветиями придают цветнику ажурность и легкость. Большинство из перечисленных многолетников очень неприхотливые, и вам не понадобится за ними постоянно ухаживать. Эти растения отлично подходят не только для тенистого, но и малоуходного сада. Поделитесь и вы своими вариантами цветов, которые подходят для тени. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.